Привет! Сегодня мы отправляемся в необычное путешествие на Северный полюс, царство Северного Ледовитого океана. В прошлый раз мы плавали в Баренцевом море. Поднявшись в высокие широты, обогнув Новую Землю, через плавающие льды, мимо земли Франца Иосифа, мы попадаем в Северный Ледовитый океан. Застывшие белые воды. Так раньше называли эти места. На мой взгляд, Ледовитый океан наиболее интересный из всех, поскольку он наименее изучен, с наименьшим количеством проходящих судов, туристических лайнеров. По площади меньше площади Российской Федерации. Он наименьший по размеру среди других океанов, а также и по максимальной глубине. Самая глубокая точка – бездна Малоя в проливе Фрама. Глубина в районе полюса примерно 4500 метров. Средняя глубина 1200. Расположен между Евразией и Северной Америкой. К Ледовитому океану примыкают Россия, Канада, Норвегия, Дания, США и Исландия. Редкий корабль может встретиться нам по пути. А что ему делать в этих краях? Даже ледоколы со своими караванами проходят южнее, окраинными морями, а конкретно Карская, Лаптевых, Восточно-Сибирская, Чукотская, Бофорта, Баффина, Гренландская, Норвежская, Баренцевая и Белая. В древности эти места называли застывшими белыми водами. Самый крупный залив Гудзонов. Площадь примерно 1 200 000 квадратных километров и средняя глубина всего-навсего 100 метров. Главные порты – Мурманск, Архангельск, Дудинка, Тикси, Певек. Неласковы эти края зимой. Над океаном стоит ночь. Ледяной покров в центральной части сохраняется в течение всего года, хотя и находится в подвижном состоянии. Льдины громоздятся друг на друга, образуя торосы, ледяные холмы, над которыми завывает пурга, или развертывает свои ленты северное сияние. И так до весны. Тогда же над ледяной пустыней поднимается солнце, двигаясь кругами над краем ледяного поля. Коротко и безветренно лето в Арктике. Климат суровый. Температура воздуха зимой опускается до минус 50, летом редко превышает плюс 6. Температура поверхности вод Северного Ледовитого океана около минус 2. Сильные ветры здесь редки. Летом часто бывают туманы. Лед занимает примерно 60% поверхности океана. Встречаются айсберги и ледяные острова, огромные куски многолетнего льда, толщиной в сотни метров. Приливы незначительны. Соленость 33 промилле. Грунт, ил и песок. Геология изучена крайне плохо. Количество осадков редко превышает 400 мм в год. Океан очень богат островами. Баффинова земля, Элсмир, Виктория, Новая земля, Шпицберген, в том числе и самый крупный на планете Гренландия, также огромное количество маленьких островов. Ввиду суровых климатических условий органический мир беден в сравнении с другими океанами. Флора представлена ламинариями, анфельцией, фукусами, взморником. А вот фауна насчитывает около 150 видов рыб. Сельдевые, лососевые, тресковые, камбаловые, скорпиновые. На берегах большие колонии птиц, постоянно обитающих около 30 видов. Это кайры, белые чайки, гаги, белые гуси, чистики, черные казарки, улики, люрики и арктические воробьи. Из млекопитающих выделю нерпу, моржа, белуху, китовый нарвалов. К слову, кит не может проглотить человека из-за слишком узкой глотки,
Но это теоретически может кашалот, единственный способный на такое из всех животных на планете, и такие случаи были. На островах обитают лемминги, певцы, олени и, конечно же, самый крупный хищник планеты – полярный медведь, он же умка, от чукотского и корякского языков. Как вы думаете, водятся ли в Арктике пингвины? Интересная особенность данных мест – гигантизм. Помимо самого крупного хищника, здесь обитает и самая большая медуза-хищник – арктическая циания. Встречаются экземпляры с диаметром купола 2 метра, а щупальца до 35 метров длиной. Обитают на глубинах не более 20 метров, питается планктоном и другими медузами. Для человека ужаления достаточно болезненны и могут вызвать аллергию. Также здесь водятся самые крупные мидии и морские пауки. А еще местная фауна славится своим долголетием. Мидии живут до 25 лет, например, в других океанах всего до 5. Треска до 20 лет, палтус до 40. Связано это с холодом, где развитие жизненных процессов протекает медленно. А что до экологии, то тут, как обычно, человек внес свой вклад. Несмотря на существующую между странами стратегию по защите окружающей среды Арктики, ежегодно в океан попадает 10 миллионов кубометров неочищенных вод, в том числе нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы, азот, радиоактивные отходы. 50 лет назад на Новой Земле проводились ядерные испытания. А вот в 1968 году на северо-западе от Гренландии разбился американский бомбардировщик с ядерными бомбами на борту. Пробив 2-метровый слой льда, затонул, что привело к радиоактивному заражению большой территории. К тому же из-за потепления происходит отступление границ морских льдов, что скажется на выживании моржей и белых медведей, использующих льды как платформу для охоты и места отдыха. Уменьшится отражательная способность океана с открытой водой, что приведет к поглощению 90% солнечной энергии, что усилит потепление. При этом начнут таять ледники, и эта вода, попав в мировой океан, приведет к повышению уровня моря. А пингвины в Арктике не живут. Всем спасибо. Надеюсь, было интересно и полезно. До свидания.